Всем привет! Вы на канале Моток Декор. В этом видеоуроке я расскажу, как связать вот такой интересный узор. Он отлично подойдет для разных авосик, например, для подушек в виде чехла. Вязать его можно, в принципе, из любого материала. Смотрите, какой вам больше подходит. Ну что, желаю всем красивых петелек. Давайте приступать. Вязание мы будем с вами начинать с набора цепочки из воздушных петель. Для данного узора необходимо набрать количество петель кратное 5. Плюс 4 петельки воздушные для подъема. Делаем с вами цепочку из воздушных петель. А для этого наш кончик мы сейчас кладем вот так сверху нашей рабочей нити, делая вот такую петельку. То есть здесь наша рабочая нить, она внизу, а сверху идет наш кончик. Вот такая петелька у нас получается. Мы берем крючок и ныряем снизу в эту петельку, затягиваем ее и перехватываемся. Берем рабочую нить в руку и сейчас будем набирать цепочку из воздушных петель. Итак, мы делаем накид на крючок, далее протаскиваем нить через петельку на крючке. Это получилась наша первая петелька. Также делаем накид, протаскиваем через петлю на крючке, вторая петелька. Всего я наберу для своего узора 15 воздушных петель. Вы набираете сколько вам нужно, но главное кратное 5. И не забудьте еще плюс 4 воздушные петельки для подъема. Итак, я набираю 15. Итак, я набрала, получается, 15 петелек. И теперь делаю еще 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. И сейчас мы будем начинать с вами вязание с 5 петельки от крючка. Итак, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5-я наша петелька. И узор у нас будет сейчас первый ряд с помощью столбиков с одним накидом. Итак, мы делаем с вами накид, ныряем в 5-ю, получается, петельку за дальнюю дужку, вытягиваем ниточку, далее хватаем рабочую нить, провязываем сначала 2 петельки и далее заново хватаем рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Итак, получается, нам надо провязать сейчас будет с вами 4 столбика. То есть первый мы связали и еще 3 таких столбика с накидом вяжем далее. Делаем накид, ныряем прямо в следующую петельку, вытягиваем, хватаем заново рабочую нить и провязываем сначала 2 петельки, далее хватаем заново рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Вот получилось у нас с вами 2 столбика. Далее делаем накид, ныряем в следующую петельку, вытягиваем, провязываем сначала 2 петельки, далее хватаем рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Это у нас 3 столбика. Далее делаем накид и провязываем 4-й столбик. Ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки и заново хватаем рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Итак, мы провязали с вами 4 столбика. Далее мы с вами делаем одну воздушную петельку, то есть накидываем на крючок рабочую нить и протаскиваем через петельку на крючке. И внизу также пропускаем одну петельку и продолжаем далее вязание через одну. То есть одну пропустили, вот следующую ныряем и провязываем также 4 столбика с одним накидом. Делаем накид, провязываем, пропустив одну петельку, 1 столбик. Делаем накид, далее провязываем следующую петельку, 2 столбик, далее делаем накид, провязываем 3 столбик и делаем еще раз накид, провязываем 4 столбик. Итак, мы провязали с вами 4 столбика, теперь опять делаем одну воздушную петельку, далее здесь опять внизу пропускаем одну петлю и ныряем через одну. И теперь мы провязываем с вами до конца еще 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом. Делаем накид, пропустили одну петельку и следующую ныряем, провязываем 1 столбик. Далее делаем накид, провязываем 2 столбик. Далее делаем накид, провязываем 3 столбик. Далее накид, 4 столбик,
И теперь провязываем последний столбик в последнюю петельку, делаем накид и провязываем также столбик с одним накидом. Так мы провязали с вами, получается, первый ряд. Теперь мы с вами делаем петельку подъема и разворачиваем полотно. Теперь этот второй ряд наш будет состоять из столбиков обычных и воздушных петель. Итак, первый столбик мы с вами провязываем за вторую петельку от крючка. То есть вот наша первая петелька, вторая. Мы прям под нее ныряем, под обе дужки косички крючком, вытягиваем ниточку и провязываем сразу новой нитью 2 эти петельки. То есть мы провязали с вами обычный столбик. Далее мы с вами делаем 4 воздушные петельки. То есть мы с вами делаем накид на крючок и протаскиваем через петлю. Это первая, далее вторая, третья, четвертая. 4 петельки. Далее находим с вами воздушную петельку, которая у нас была в предыдущем, этом первом ряду. Вот наша петля. Мы с вами сейчас ныряем за обе дужки косички этой петельки. Не просто прям в арку под нее, а именно за обе дужки косички. И ныряя в нее, провязываем, вытягиваем, получается, обычный столбик. Итак, вот получилась наша уже первая арка из воздушных петелек. Далее, получается, после этого столбика мы опять набираем с вами 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Набрали. И опять ищем с вами воздушную петельку предыдущего ряда. Вот она у нас петля. И мы опять ныряем с вами за обе дужки косички. То есть не просто в арку вот так крючком, а именно за обе дужки нашей косички. То есть внизу здесь у нее под крючком остается перемычка. Мы хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем обычный столбик. Вот мы связали, получается, уже вторую арку из воздушных петелек. Далее мы опять переходим к воздушным петелькам, делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И теперь провязываем последний столбик. То есть, смотрите, отсчитываем наши 1, 2, 3, 4 косички и находим косичку, которая была у нас петелькой подъема. За пятую ныряем за одну ножку и за вторую ножку и провязываем обычный столбик. Провязали. Вот готова наша третья арка из воздушных петелек. Теперь мы с вами делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3 и разворачиваем наше полотно. Теперь переходим к вязанию третьего ряда. Он будет состоять из столбиков с одним накидом. И провязывать мы будем с вами за вот эти воздушные петельки, именно за дальнюю дужку косички. То есть вот передняя дужка, вот задняя. За заднюю мы будем с вами нырять крючком. Итак, получается, сейчас мы будем провязывать сразу столбик с одним накидом и отсчитываем наши петельки. 1, 2, 3, 4 петельки мы с вами отсчитали, и в пятую косичку ныряет крючок. Мы делаем накид, ныряем под дальнюю дужку, вытягиваем и провязываем, получается, сначала 2 петельки, далее еще 2 петельки, то есть провязываем столбик с одним накидом. И теперь нам необходимо связать еще 3, делаем накид, провязываем за дальнюю дужку, провязали 2 петли и заново ухватили нить, провязали еще 2. Это у нас второй столбик. Далее делаем накид, провязываем точно так же третий столбик и делаем накид, провязываем четвертый столбик. Итак, мы провязали с вами 4 столбика. Далее опять мы делаем с вами одну воздушную петельку и переходим к провязыванию следующих 4 столбиков с одним накидом. То есть мы здесь также пропускаем с вами одну петельку и далее провязываем 4 столбика, ныряя опять за дальнюю дужку косички. Только не забывайте пропустить одну петлю.
Итак, провязываем, получается, один столбик. Далее провязываем второй столбик. Далее провязываем третий столбик. И провязываем четвертый. Провязали. Далее заново делаем одну воздушную петельку, пропускаем здесь также одну петельку и провязываем теперь до конца 5 столбиков с одним накидом. Делаем накид и провязываем 1, 2, 3, 4 и последний 5 столбик. Итак, вот мы с вами провязали. То есть получается у нас узор из столбиков и воздушных петель, которые создают наши вот эти отверстия. Получается, в начале ряда мы делаем с вами воздушные петельки для подъема, поэтому у нас здесь как бы образуется 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, и поэтому у нас 5-й столбик появляется и здесь в самом конце, чтобы было равномерно. Итак, теперь мы, получается, переходим к 4-му ряду. Мы делаем с вами петельку подъема и разворачиваем полотно. И теперь этот ряд опять состоит из столбиков обычных и воздушных петель. Итак, получается, мы сейчас с вами опять провязываем обычный столбик, ныряем во вторую 1, 2 петельку от крючка за обе дужки. Провязываем столбик и набираем 4 воздушные петельки. Далее опять находим с вами воздушную петельку, которая была у нас здесь в этом ряду. Ныряем за обе дужки и провязываем также обычный столбик. Далее опять набираем 4 воздушные петельки и находим воздушную петельку предыдущего ряда. Ныряем за обе дужки и провязываем обычный столбик. И далее заново 4 воздушные петельки и провязываем столбик, отсчитываем 1, 2, 3, 4 петельки, и вот в эту петельку подъема, самую крайнюю, под обе дужки ныряет наш крючок, и мы провязываем столбик. Вот получился наш 4-й ряд, и таким образом мы вяжем нужное количество вам рядов, пока не свяжете ваше полотно. Итак, я довязала свой узор. Вот что у меня получилось. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем все подскажу. Он действительно получается такой достаточно плотный и при этом гибкий. Он отлично подойдет для разных сумочек, например, авосик всевозможных, и как чехол, например, на подушку. Вот остальные узоры интересные можно найти также на моем канале. Ссылки вы найдете в описании к данному видео. Вдруг приглянется еще какой-нибудь. А если данное видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайки, мне будет очень приятно. Конечно же, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. А на этом все и пока-пока!